Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний Таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака Весы. Посмотрим, что же вас ожидает, какие события у вас произойдут в первой половине месяца июля. Какие карты вам сегодня выпадут. Я напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, можете оставить лайк или сообщение под этим видео, если вам будет угодно. Также поучаствовать в акции, кому это интересно. Условия акции у меня в закрепленном сообщении под этим видео. Итак, давайте посмотрим, что же происходит у Весов. Какие карты вам, соответственно, выпадут. Первая карта — это карта Короля Жезлов. Возможно, здесь какой-то важный знак огненного знака. Соответственно, да, человек огненного знака будет иметь важное значение для вас. То есть очень энергичный, огненный, творческий, видящий большую перспективу, потенциал в своих действиях. Либо вы здесь обладаете такими качествами по рыцарю, королю жезлов. То есть вы здесь и королю кубков, может быть, чем-то увлечены, чем-то, что вам очень нравится, что вы любите, и очень много вкладываете в эту работу или в это дело своих эмоций и энергии, потому что здесь очень высокий такой эмоциональный интеллект наблюдается, и, как правило, такой какой-то как проявление проницательности и восприимчивости не только к своим эмоциям, но и к эмоциям окружающих по королю кубков, соответственно. Следующая карта у вас — это карта пятерка жезлов, карта конфликта и напряжения. Возможно, это внешний какой-то конфликт с другими людьми, а может быть и ваш внутренний конфликт с самим собой в этот период времени. И также здесь у вас есть двойка жезлов, как карта, которая является тоже основной у вас в первую половину, соответственно, июля. И она показывает необходимость из двух вариантов принять решение, выбрать какой-то один вариант. То есть вы рассматриваете какие-то возможности, интересуетесь из нескольких вариантов, какой вариант будет лучшим. То есть оставить то, что у вас уже есть в жизни, или выбрать какую-то новую возможность, которая может нести хорошую перспективу. Причем по четверке мечей здесь вы очень много размышляете об этом, вы очень много здесь можете заниматься планированием по двойке жезлов и четверке мечей, то есть в состоянии покоя, уединения. Находясь на этом перепутье, вы смотрите в будущее и пытаетесь решить, как вам дальше двигаться и куда направить свою энергию, на чем ее лучше сфокусировать в дальнейшем. И вы не просто пассивно мечтаете, а вы активно для этого действуете. То есть по пажу жезлов прикладываете определенные усилия для реализации, соответственно, уже поставленных, намеченных целей. И здесь у вас есть такое неутомимое желание начинать, возможно, что-то новое, да, принимать эту новую возможность. Но так как сочетание есть четверка мечей, то вам перед этим нужно либо отдохнуть, либо вы очень хорошо должны подумать о том, как вы будете реализовывать этот план, как вы будете дальше двигаться здесь, чтобы воплотить ваши намерения в реальность. И хотя вот вы уже представляете себе, чего вы хотите на самом деле, но вам, возможно, нужен отдых и хороший отдых перед этими действиями, соответственно. То есть четверка мечей — это такая пауза, которую вы выдерживаете здесь, тот отдых необходимый, который вы сами себе даете для того, чтобы там не навредить своему здоровью, ментальному или физическому. То есть вам нужен здесь какой-то шанс там привести свои чувства в порядок или свое физическое состояние в порядок, то есть убедиться, что вы в хорошей форме, что вы отдохнули, прежде чем двигаться дальше, в каких-то новых начинаниях и в каком-то новом выборе, который вы здесь, соответственно, делаете. Следующая у вас карта Королева мечей. Здесь карта воздушной стихии вашей, и она идет вместе с восьмеркой мечей. Возможно, в этот момент важное значение какое-то имеет воздушный знак. Также это Весы, Близнецы или Водолеи, то есть ваша стихия. Но в целом Королева мечей — это карта лидерства, это карта необходимости взять все под контроль свой, может быть, контроль над своей судьбой также. По Королеве мечей очень много аналитического размышления о чем-то с этой Королевой мечей. И с восьмеркой мечей вы, возможно, знаете, как будто бы очень много о чем-то думаете, очень много размышляете,
о том, как дальше действовать, да, глядя в перспективу будущего. То есть вы здесь, показывая свою энергию, то есть энергию воздушного знака, весов, возможно, проявляете логику, такой очень четкий просчет в том, как вы будете действовать, какие решения вы принимаете. И здесь вот эта карта восьмерка мечей, которая, соответственно, есть, она говорит о том, что вы можете себя чем-то ограничивать, как будто бы ограничивать свои действия или свои решения какими-то переживаниями и страхами, что ой, справлюсь ли я, смогу ли я справиться с какой-то ситуацией. И между вашим желанием предпринять какие-то действия или сделать определенный выбор может быть боязнь, что вы не справитесь, потому что недостаточно отдохнули или потеряли на что-то силы, или не хватит ментального сейчас такого состояния, достаточного, да, энергии для того, чтобы достичь поставленных целей. То есть есть понимание того, что вы хотите, и планирование этого, но при этом боязнь, что что-то может вас как будто бы остановить, или какие-то сомнения, неуверенность, которые у вас зарождаются, да, и которые есть в этом новом начале пути или в этом новом планировании, этом плане, который у вас, соответственно, имеется. Вы думаете, а что, если пойдет дело так или иначе, или если что-то не получится. То есть вы, может быть, даже придумываете себе причины или какие-то оправдания, чтобы что-то не начинать делать, и поэтому вы тормозите и такую паузу здесь создаете, то есть затягиваете какое-то начало, потому что боретесь сами с собой. Вот этот внутренний конфликт может быть с самим собой в этом новом начинании, потому что у вас есть какое-то ментальное ограничение, и вы ощущаете здесь какое-то препятствие на вашем пути для того, чтобы начинать предпринимать какие-то шаги конкретные совершенно в этом новом варианте, новом выборе, потому что, ну, вот есть боязнь или вы сами загоняете себя в ловушку, или боязнь, что вы находитесь в какой-то ловушке. Вы должны вернуться вот к той энергии, соответственно, которая у вас есть по королю жезлов и по королю кубков, чтобы проявить себя по максимуму в том деле, которое является для вас таким зажигательным, интересным, и которое вы любите, и которое вас вдохновляет. Тут же есть шестерка кубков, есть карта звезда, кстати, да, я говорила, вдохновляет. То есть по звезде, по этой карте можно говорить о том, что здесь вы должны быть нацелены на реализацию ваших планов. И вы здесь должны сохранять эмоциональное спокойствие, такое эмоциональное спокойствие и зрелость, которая усиливается этой картой звезда, которая показывает надежду и веру, которую вы должны сохранять и не поддаваться каким-то страхам с этой восьмеркой мечей. У вас есть какая-то такая ностальгия или воспоминания о прошлом, которые для вас достаточно значимы. И здесь вы должны примириться с прошлым. Может быть, вы должны здесь перестать переживать о ком-то из ваших близких, может быть, ваших детей или внуков, то есть здесь отбросить переживания или накручивание себя, какие-то ограничения, которые с этим связаны, потому что вы там переживаете за них и не можете сделать какой-то совершенно конкретный шаг к своей цели. То есть вас эта ситуация как-то может тормозить. Вам нужно справиться с этим чувством ограничения, может быть, справиться с какими-то старыми ранами или старой болью и идти к своим целям и реализации своих целей также. И семерка кубков, которая здесь тоже есть, она тоже показывает, ну, в принципе, это те варианты, которые у вас здесь имеются. То есть варианты, которые вам предлагаются, и вам необходим совершенно конкретный выбор, потому что вы здесь рассматриваете эти возможности, думаете, какая из них приведет вас к лучшему результату. И опять королева жезлов, то есть опять много огня, много задора, много энергии, много стремления, которое, я думаю, вы здесь должны будете проявить, независимо от того, какой сферы это касается. Это отношения романтические или рабочие, но в любом случае рабочие какие-то вопросы, да, но здесь в любом случае здесь вот, может быть, здесь какие-то есть отношения, за которые вы цепляетесь по привычке, там, из-за истории, из-за того, что вас что-то связывает, многое связывает. И, может быть, здесь есть какой-то более гармоничный путь или какой-то лучший вариант развития событий, но вы как будто бы сомневаетесь, можно ли его принимать, или
можно ли такой выбор сделать, соответственно, потому что вас держит что-то из прошлого, какая-то ностальгия или какие-то воспоминания из прошлого. И это может касаться действительно романтической сферы жизни, привязанности к человеку или отношениям, или надежда на отношения, которые являются лишь иллюзией, поэтому 7 кубков. И вы вспоминаете это как историю какую-то и думаете о том, каким бы человеком был бы или каким он является, но он на самом деле таким не является. И 5 жезлов здесь это карта либо мелких конфликтов или каких-то вот таких вот конфликтов с самими собой, когда вы из-за чрезмерных иллюзий или большого количества вариантов выбора, которые у вас есть, вы сталкиваетесь с этой путаницей и не понимаете, какой путь выбрать, потому что сами себя путаете вот этим своим иллюзорным восприятием реальности. То есть вы здесь можете проявлять себя как король жезлов или королева жезлов, да, которая у вас здесь есть, то есть очень импульсивно, огненно и порывисто, но при этом здесь это может увести вас не в ту сторону, или вы можете выбрать какой-то не тот вариант, неправильный для вас вариант под влиянием вот этой иллюзии, которая у вас есть. И то есть ваша энергия здесь, она должна быть направлена на то, чтобы пробиться через вот эти сомнения, через эту путаницу, через вот эту вот непонятную борьбу с собой или с окружающими, разобраться, это реально, это действительно вам нужно, какова реальная история была или предыстория этого всего, снять с себя розовые очки, возможно, чтобы не совершать ошибок прошлого, которые вы уже совершали, допустим, раньше. То есть не отвлекаться на какие-то свои представления или на какие-то варианты выбора, которых у вас нет, которые вы сами себя придумали, или какие-то мелкие ссоры, или пустяковые выяснения отношений, или на какие-то свои внутренние вот эти препоны, тоже остановки, которые заставляют вас останавливаться, да, и мешают достижению желаемого. То есть вам опять-таки не нужно возобновлять привязанность к тем людям или ситуациям, в которых вы испытываете внутренний конфликт или тревогу, потому что что-то может быть не так, и в прошлом что-то вам не подходило, и здесь нужно твердо себе заявить, что вы этот паттерн не будете повторять, что вы не будете идти по тому же пути, который был у вас раньше, если он вам не подходит, если он вам не нравился или чем-то вас не устраивал, соответственно. Поэтому здесь нужно выпутаться из этой ситуации, которая была у вас, возможно, в прошлом. Тут же есть 6 мечей, карта перехода, красивого ухода от чего-то действительно, может быть, сложного, то, что было у вас раньше, что вас тормозило, то есть возможность трансформироваться, изменить себя, исцелиться таким образом. И тут же есть карта туза пентаклей, есть 2 мечей. То есть действительно вы каких-то вещей как не хотите замечать, возможно, не обращать на них внимания, но вам нужно разобраться в себе, вот вспомнить, какие трудности вы преодолели, и понять, что вы хотите в перспективе, что вы хотите в будущем, и не повторять прошлых ошибок, каких-то неправильных решений не принимать, которые могут оказаться неудачными. Вам нужно нацелиться на победу и на движение дальше, на успех, может быть, даже на какое-то общественное признание, и уйти от конфликтной ситуации, от конфликтного места к чему-то более спокойному и хорошему. То есть изменить себя, разобраться в том, что вам нужно еще сделать, чтобы достичь той цели, к которой вы стремитесь, и понять четко, да, чего вы хотите, а к чему вы не хотите и к чему не нужно возвращаться. То есть что вам нужно для победы и для движения вперед. Вам нужно оставить позади старый багаж. Это могут быть люди, это могут быть какие-то места или какие-то ситуации из прошлого, но они позволят, оставив это позади, продвигаться вам дальше вперед. И тут эта карта туза пентаклей, карта 2 мечей, она предполагает какое-то новое, хорошее, прочное начало, которое вас ожидает. Может быть, это в каких-то финансовых сферах или в каких-то вопросах, касающихся вашей стабильности. Если вы что-то будете делать новое, да, начинать что-то новое, практичное, стабильное, может быть, даже как переезд какой-то здесь может иметь место. Но здесь в любом случае, здесь вы делаете этот окончательный выбор с помощью 2 мечей, чтобы полностью этот выбор сделать. Соответственно, нужно развеять какие-то иллюзии, потому что здесь нужно снять повязку с глаз, у нее глаза завязаны. Вам нужно разобраться, реально ли то, что вокруг вас происходит, или это просто придуманные вами какие-то варианты и возможности, и выбрать действительно тот вариант, который реален, а не тот, который вы себе придумали и нарисовали. То есть доверять больше интеллекту вашему, тому, что видят ваши глаза, а не тому, что вы себе вот напридумывать могли. И
Здесь вот своего рода вам нужно балансировать между вот этим вот вашим внутренним состоянием, да, и того, что происходит вокруг вас, соответственно, потому что большой потенциал есть для исцеления от прошлых конфликтов или неудач, от прошлых отношений, которые, может быть, были не очень удачными. Может быть, вам нужно здесь дать возможность себе для нового начала, но только после того, как вы примете сами решение двигаться дальше и отпустите какие-то обиды, и не будете прикованы к прошлому. Единственным препятствием здесь являются какие-то ваши психологические вот эти ловушки, то есть ментальная какая-то ловушка, в которой вы находитесь, сами себя здесь запутать могли или одеть на себя розовые очки и находиться в конфликте с самими собой. То есть нужно здесь больше отдыхать и больше разобраться в себе, больше принимать каких-то взвешенных, твердых, конкретных, уверенных решений, которые будут близки к реальности, а не к фантазиям. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для весов, мы завершаем на ближайшие первые 2 недели месяца июля. Я надеюсь, что большинству из вас этот расклад подойдет. Можете написать ваши комментарии, насколько видео оказалось вам полезным. Я постараюсь вам на ваши сообщения ответить. Желаю вам и вашим близким всего самого наилучшего. До скорого!